Привет, друзья! Меня зовут Сергей Шевелев, и сегодня у нас серия «Азбуки чая». Это серия выпусков, которые посвящены самым основным основам чая, чайной культуры, какие бывают сорта чая, как их заваривать, как разобраться, где плохой чай, где нет, и о многом другом. Присаживайтесь поудобнее, берите чашечку чая, и мы начинаем. Десятки лет, которые я снимаю этот блог, пожалуй, я не обошел вниманием еще ни одну тему. Мы разобрались даже в таких нюансах, которых не знает Википедия. Но, тем не менее, по-прежнему мне все-таки спрашивают и задают вопросы, а как же правильно, там нужно ли класть сахар, какой сахар класть, какой чай, почему там чай вот какой-то я купил белый, а он такой вот, нет в него такого мощного аромата, почему же он такой безвкусный и так далее. То есть эти моменты связаны с тем, что люди сталкиваются с хорошим чаем, и они не получают иногда от него того, что они хотели, или получают что-то не то, или пьют массовый чай и пытаются в нем найти какие-то приятные ноты, которых в нем, в принципе, не может быть, и так далее. Сначала все просто хотят пить вкусненький чай, потом плавно учатся не добавлять в чай сахар, потом отходят от ароматизированного чая, а потом начинают ценить настоящий вкусный чай, погружаться в него и понимать, что до этого, в общем-то, оказывается, они чая нормального и не пили. Но это абсолютно нормальный процесс, не стоит этого бояться. И от такого вот погружения в хороший чай всегда только выигрыш. Многие складывается мнение, что у хорошего чая обязательно должен быть аромат, как минимум, как у Шанель номер 5. И он должен прям пахнуть, благоухать чем-то. И прям вот я выпил, и вокруг там по ресторану, по всему через 15 столиков знают, что я пью. Вот. Но на самом деле, конечно же, нет. Ароматизированный чай — это всегда какое-то берется сено безвкусное, которое уже само по себе не обладает нужными свойствами, и его, собственно, ему добавляют ароматизаторы. Это на самом деле ничего абсолютно хорошего, и такой чай, естественно, я не рекомендую. Сегодня мы поговорим о вкусе чая, о том, какой же должен иметь вкус и аромат натуральный, хороший, качественный чай. Хороший натуральный чай на самом деле не обязательно будет иметь очень яркий и мощный аромат. И вкус тоже, но всегда вы его заметите. Просто возможно, если вы очень долгое время пили чай ароматизированный, вам поначалу чаи натуральные могут показаться немного более блеклыми. Но стоит на самом деле попить хотя бы чуть-чуть хороший чай, буквально несколько раз, и вы начинаете замечать, в чем же его прелесть, потому что натуральный аромат, он очень тонок, многогранен. То же самое касается и вкуса, и послевкусия. То есть у вас не просто какая-то ароматизация, когда вы выпили один раз чай, и после второго-третьего пролива он уже никакого вкуса не дает, либо это чай вообще однократного заваривания, то есть вы не получаете от него никакого удовольствия. Вот. А тонкий чай, он раскрывается достаточно долго и может обладать свойствами как раз теми, которые сейчас я, например, завариваю по-китайски чай, да, и можно раскрывать его от пролива к проливу. Первый способ, как, кстати, определить, чай ароматизированный или нет, если вы заварите его по-китайски проливом, если он первый пролив обычно всегда не пьется, он такой, скажем, раскрывает вкус. И от второго до пятого, седьмого пролива чай постепенно раскрывает вкус. Если уже у вас на второй, третий, четвертый пролив уже сразу вкус теряется, даже на второй бывает уже по сути ничего нет, значит однозначно это может говорить о том, что чай ароматизирован, потому что чай моментально выдыхается, то есть он не имеет ни вкуса, ни аромата. Кроме того, во вкусе ширпотребного чая вы можете уловить какие-то неприятные ноты, такая шероховатость в горле, сухость, может быть, какие-то неприятные ноты, какие-то сена какого-то или какого-то такого, знаете, чрезмерно травянистые ноты, которые тоже не должны присутствовать в том или ином сорте. Или еще какие-то моменты, то есть все, что вызывает у вас дискомфорт, либо неприятные ощущения. Иногда, конечно, в редких случаях это может быть вызвано тем, что вы взяли неправильную воду, либо вы может быть, заварили как-то не так. Но чаще всего хороший чай, его достаточно сложно сильно испортить в заваривании. Большинство сортов того же пуэра или, может быть, улунов, они в любом случае, даже если вы их просто заварите в кружке, они все равно будут вкусными. Они все равно будут обладать теми свойствами, которые должен обладать тот или иной сорт. И если вам чай кажется невкусным, то, скорее всего, перед вами в большинстве случаев чай некачественный.
Кстати, в комментариях можете написать о своем опыте какого-то негативного чая, то есть вот как на вас повлиял вот именно какой-то неприятный вкус в чае, и действительно ли это был плохой чай, или вам вначале какой-то хороший чай не понравился, и вы его не поняли. Мне очень интересны такие истории, потому что у всех получается свой какой-то опыт, и очень по-разному его все принимают, и мне это тоже интересно для, скажем так, общего ознакомления знать эти истории. Поэтому расскажите, пожалуйста. Опишу основные свойства, по которым можно определить, что перед вами чай хороший и качественный, натуральный, без каких-то ароматизаторов, добавок. Вот. И такой чай, естественно, не требует никаких ароматизаторов, добавок, потому что его попили и ничего не хочется туда добавлять. Во-первых, первое знакомство с чаем – это аромат, естественно. И на самом деле аромат чая ни в коем случае не безотрывно существует от вкуса и послевкусия. Эти три составляющих, в которых вы, когда пьете чай, вы сразу понимаете, что да, это мое. И сначала вы смотрите на сам лист, и даже сухой лист чая, он должен обладать ароматом. Вот. И сам свежий лист должен немножечко блестеть, вне зависимости от сорта, то есть видно, что он такой немножко маслянистый, не сухой. Если вы сжимаете листочек, он не должен сминаться в труху сразу и быть пересохшим. Вот. То есть это должно сразу быть замечено. Вы прогреваете, значит, чай своим дыханием, потом вдыхаете обратно, и вы чувствуете аромат чая. Аромат, конечно же, бывает очень разным, в зависимости от сорта. Сейчас здесь у меня, например, тайваньский улун из Шаньси, но любой чай так или иначе имеет какие-то свои свойства. Потихонечку вы можете с этим ознакомиться. Сейчас я не буду погружаться в особенности аромата каждого чая, но так или иначе он должен иметь этот аромат достаточно многогранный, тонкий, глубокий, и он должен иметь несколько нот. То есть не одна какая-то одна такая яркая нота, а вот такой вот переливы. Вот, потому что только ароматизированный чай может пахнуть так, что вот здесь стоит, и вы уже чувствуете его аромат. Натуральный чай так, конечно же, ярко такого аромата не дает. Далее, когда вы чай завариваете, если вы называете его по-китайски, конечно, это идеальный способ. Вы залили, первый пролив слили, выпили, попробовали. И чай, он как бы такой маслянистый. В данном случае у меня улун, в нем большое количество эфирных масел, и он прям проскальзывает, и вы чувствуете такую вот приятную, нежную цветочную ноту. В данном случае здесь у меня такая цветочная нота с легким таким вот, может быть, сладковатым привкусом, и немного вкус присутствует, может, похожий на такой, ну, так, печеный хлебушек. Почему? Потому что этот улун немного пропеченный. И при этом он обладает и цветочным ароматом, и вот цветочным сладким таким вкусом, и немного такая вот печеница в нем, да, есть. Ну, просто это свойство конкретно этого чая. Но вот когда вот эти вкусы вы будете потихонечку различать, не обязательно каждому становиться тестером, так или иначе чай должен быть вкусный, или вкус должен быть многогранный. Когда я, значит, первый пролив выпил, я залил второй пролив, и чай раскрывается уже вкусом немного другим, потому что лист потихонечку раскрывается и экстрагирует настой. Если же вы, например, завариваете чай там по-европейски, там, да, просто в кружке, просто у вас этот настой сразу весь уходит, и в этом, в принципе, одно единственное различие. То есть вы так или иначе получите вкусный напиток, но в случае с проливом у вас он будет более такой раскрытый, глубокий, и вкус его будет более ярок и богат. Особенно если вы пьете эксклюзивный какой-то чай, то, конечно же, лучше заварить его так, чтобы не терять его самые интересные свойства. Светлые чаи, как, например, сейчас вот у меня вот улун, также зеленый чай, они все обладают такими вот нежными, цветочными, фруктовыми нотами, такие, может быть, луговые, немного такие вот травы. А далее же у нас идут чаи ферментированные. Красный чай или черный чай, как он называют в Европе, он уже ферментированный, не обладает более таким темным настоем, более крепким, терпким даже, может быть, вкусом. В принципе, терпким можно сделать и зеленый чай, но для этого надо его перезаварить, сделать, по сути, такой вот слишком крепкий. Так крепко его не стоит заваривать. Красный же чай даже при нежном заваривании может давать легкую кислинку, терпчинку во вкусе, и это нормально. И тут очень важно регулировать, собственно, экспозицию, как вы завариваете, сколько вы кладете чая на чайник там, и так далее. И это все на самом деле индивидуально. Например, у нас там на сайте даются рекомендации в описании к чаям, но тут очень сильно это разнится, и можно, в принципе, экспериментировать. Главное, чтобы вам нравилось. Может быть, кому-то нравится очень крепкий чай. Я, например, тоже любитель крепкого чая, иногда завариваю чай очень крепко, особенно когда я его дегустирую. Вот. Но в случае, когда вы завариваете для души, там расслабиться, можно заварить, в общем-то, очень нежный чаек, особенно если там вечером хотите попить, чтобы не слишком взбодриться, то можно заварить чай очень нежно, и тоже он будет вкусный. И в одном и том же чае можно найти разные какие-то переливы вкуса и аромата, которые будут, собственно, в разных ситуациях раскрывать один и тот же чай по-разному. Самое главное, чего не должно быть в красном чае, это да и вообще в любом другом,
такое ощущение, как будто ты продираешь прям по глотке, прям как будто соскребает что-то. То есть не проскальзывает, как я сейчас говорил, а вот как-то вот грубо. Потом эти какие-то вкусы неприятные, которые не имеют ничего общего с гастрономическими. Ну, как раз именно те самые вкусы, которые часто забивают сахаром, ароматизатором для того, чтобы чай, собственно, был сладенький и вкусненький. Хороший красный чай достаточно тонкий, ароматный, он имеет бальзамические ноты, какие-то, может быть, смолистые, фруктовые оттенки во вкусе. И ни в коем случае не имеет нот, которые хочется с чем-то разбавить. То есть это вот тоже очень важный такой аспект, который сразу заметен. То есть ты пьешь, и тебе не хочется даже заедать этот чай, ты наслаждаешься его вкусом и его ароматом. Как сейчас, например. Далее идут более тонкие некоторые сорта чая, как, например, белый чай, желтый. Некоторые, кстати, виды очень нежного шен-пуэра, которые тоже, если заварить тонко и не крепко, может быть очень-очень такой прям тоненький. Эти вот медовые ноты какие-то, такие некие акациевые, то есть очень сначала они могут показаться новичку малозаметными, но как только вы их распробуете, вы начнете ценить чай именно за это. То есть, например, такой чай, как Байхао Инджень, или серебристые иглы с белым ворсом, белый чай, или балмудань, белый пион. Вот эти чаи тоже, они крайне хороши, например, весной, освежиться летом, в жару тоже очень неплохо. Да, очень-то многие пьют их и круглый год, тут же дело вкуса. И каждый такой чай, он тоже обладает вот этой вот тонкой нотой вкуса, аромата, которая раскрывается от экспозиции к экспозиции, и достаточно лишь попробовать, чтобы тоже невозможно в него не влюбиться. Конечно, впервые, когда ты его пьешь, тоже кажется что-то прям совсем безвкусное. Я помню, когда первый раз заварил Байхао Инджень, я что-то прям вообще в нем ничего не почувствовал. И еще, кстати, был один интересный момент насчет выдержанного чая, тоже Байхао Инджиня, который был ему несколько лет. И человек, который привык его пить, ожидал от него такой свежей, яркой ноты, заварил, а он какой-то, как вот такой ближе, такой вот, как, ну не сено, а такой как вот лиственный, какие-то такие вот немножко влажный вкус у него, как будто бы он полежал где-то и что-то еще. Я говорю, что ж такое с чаем произошло? А он просто выдержался, и у него поменялся вкус и аромат, и чай на самом деле стал другой. Но просто в нем надо было ждать другое. Вот это вот очень важный пример, почему я сказал прождать другое. Надо знать некий эталонный вкус той или иной группы чаев. И вы понимаете, что вот, например, в красных там я ожидаю там бальзамичность, некоторую кислиночку, некоторую сладость там, да, и так далее. Вот это то, что я жду от красных. Там в лунах я жду там цветочность, какой-то тонкий аромат, долгую экспозицию, богатство вот этих вот медовых каких-то цветочных нот. Вот, а вот это вот проскальзывающая такая маслянистость, да, которая тоже у лунок больше проявлена, какие-то другие моменты. Например, в чае пуэр, который я еще не говорил, мы ждем, может быть, какие-то хлебные ноты, такие вот более глубокие, может, немножечко землянистые, но легкая такая землянистость, не слишком, то есть он не должен там пахнуть рыбой, как некоторые говорят, там, или какие-то такой яркий, неприятный, прям такой, не знаю, как старая тряпка, такой вот аромат, то есть он должен иметь более галантные, элегантные ноты. Но, что интересно, многим нравится на самом деле и грубый пуэр, который обладает поначалу не очень таким приятными ассоциативным рядом во вкусе и в аромате, а потом вот когда начинаешь его пить, начинает нравиться даже такое. Вот, то есть это тоже интересно, такие бывают пертурбация, изменения, когда ты чай только начинаешь пить, думаешь, что-то тут не то, какая-то ерунда, попил, о, нет, все-таки это оно. То есть тут тоже не стоит никогда бояться какого-то первого ощущения, потому что оно иногда бывает таким вот самым неожиданным, от того, что чай вообще безвкусный, до того, что чай слишком такой вот, скажем, грубый или какой-то там еще. То, что я сейчас описывал, какие-то ощущения, что если чай показался невкусным, значит он, скорее всего, не такой. Иногда бывает такое обманчивое тоже ощущение, если вы чай до этого не пили или пили мало, то, может быть, неправильно его заварили, или какой-то стереотип сработал там, да, или какая-то привязка. Вы знали, что вот этот вкус у вас ассоциируется с тем-то, и когда вы его встретили в чае, у вас это вызвало негативные эмоции. Но потом потихонечку ты вот эту привязку этого вкуса уже ассоциируется только с чаем, и у тебя вот этих вот негативных ассоциаций с тем или иным вкусом в чае не возникает, потому что ты их воспринимаешь по-другому. Такой момент тоже, безусловно, есть. Кстати, еще про пуэр, я вот считаю, что там абсолютно не должно быть таких вот вкусов
плесневелых, каких-то затхлых. Это говорит о том, что пуэр неправильно хранился. Хороший сухой склад пуэра, он всегда вот этого такой вот слишком большой влаги во вкусе быть не должно. Такое бывает у некоторых видов шупуэра, которые только-только произведены. Но такая есть особенность, если он только, например, пуэр приехал новый, я всегда всем говорю, положите 2, 3, 4, 5 месяцев, чай моментально из него уходят все эти ароматы, вкусы, и он становится гораздо приятней. Вот. А уже через 2, 3, 4 года это уже совсем абсолютно другой чай. Очень заметны эти изменения достаточно быстро, прежде всего на пуэре. Пожалуй, самая богатая палитра вкусов у моих любимых чаев лаоча, выдержанных чаев. Так они тоже бывают самыми разными, от пуэров, улунов до даже зеленых, вот, естественно, белых, красных чаев выдержанных. Каждый из них обладает вот просто неимоверной палитрой вкусов, которые тоже от пролива к проливу очень сильно меняются. Это прежде всего такие бальзамические ноты, пряные сильные ноты. То есть все вот эти нежность, цветочность, вот такие вот луговые, свежие ноты, они все уходят из него. А уже преобладают такие терпкие, даже, может быть, чем-то такие мускатные вот, ноты, особенно в улунах. Обожаю этот вкус, и на самом деле его очень сложно бывает описать. Ну, во-первых, потому что я не, скажем, настолько специалист в плане описывания вкусов. Я больше занимаюсь, моя работа, собственно, в поле. Это закупка чая, может быть, технология, обработка и, собственно, выбор непосредственно продукта. Вот. И есть люди, кто очень сильно специализируется именно не на дегустациях, особенностях тех или иных вкусов. Для меня же, на самом деле, может быть самое такое простое определение. Я вот, как я уже говорил, есть некое представление о том, каким вкусом должен обладать та или иная группа чаев. И когда я встречаю что-то новое, я тут же для себя подмечаю, что вот я нашел какую-то уникальную историю и начинаю дальше общаться с технологом, чтобы что-то новое сделать именно в плане вкуса, в плане аромата, вот именно вот из этого чая. То есть у каждого, на самом деле, человека, кто любит хороший чай, у него свой какой-то такой вот подход именно и в выборе чая, и в его ощущениях, поэтому не стоит бояться не экспериментировать, не раскрывать новые сорта, обязательно нужно пробовать большой выбор разных сортов чая, потому что самые неожиданные бывают истории. Я, например, раньше меньше любил зеленый чай. И потом я понял, что на самом деле весной это просто идеально. То есть когда вот это вот все распускается, свежо, как-то приятно, весна, настроение тоже легкое, и ты пьешь зеленый чай, получаешь неимоверное удовольствие. Хотя я, в принципе, до этого, например, его не любил, практически вообще его не пил. Вот, то есть то же самое касается каких-то других сортов, то есть иногда, даже не иногда, я бы вообще вот, как, может быть, у меня, конечно, такой дух экспериментаторства сильно проявлен, но я всегда люблю пробовать разные чаи и получать от этого разные вкусы. То есть это во многом гурманский напиток, и когда вы научитесь его раскрывать и получать, это будет такой постоянный источник какого-то приятного вдохновения, попил, приятный вкус, новые эмоции, новые впечатления. И в целом, на самом деле, вот этот вкус, аромат и вот само чаепитие внимательное, да, вот там, когда у вас там какое-то чайное пространство организовывается, вы уже получаете абсолютно другой уровень качества самих эмоций от потребления чая. Не обязательно устраивать церемонию из этого, не обязательно придавать такое большое внимание каждой детали, но так или иначе, когда у вас есть хороший чай и хорошая вода, у вас получится напиток, который вот просто будет дарить абсолютно другой класс переживаний, в отличие от обычного там чая, какого-нибудь там ароматизированного, пакетированного, который просто забивает рецепторы, и в комплексе с, например, неправильным питанием, фастфудом и так далее, и даже не понимаете, и даже не желаете понять, что такое хороший чай, потому что вы понимаете, что это такое может быть. Но как только вы с ним познакомились, сразу же потихонечку меняется и вся вкусовая палитра, то есть ваша, вы начинаете более быть придирчивым в хорошем смысле и к еде, и там, вплоть до общения, даже до общения с людьми, какие-то вкусы, там, в творческий какой-то интерес, там, может быть, какое-то увлечение, да, там, и так далее, все это начинает утончаться вместе с утончением восприятия чая. Это, казалось бы, такие немного философские вопросы, но они очень практичны, потому что я знаю огромное количество людей, на которых чай повлиял именно таким образом. То есть, прежде всего, с чем вы знакомитесь с чаем, это, конечно же, вкус, аромат, воздействие, то есть некая бодрость, некое состояние, которое дарит чай. Но все, на самом деле, эти качества чая, они существуют неотрывно друг от друга, и именно так вы получаете действительно гармоничный напиток, который создает вам правильное настроение, правильную атмосферу. Ну и напоследок скажу, вот часто меня тоже спрашивают, ну как же так вот, Сергей, я вот полюбил хороший вкусный чай, понимаю, что такое натуральный чай, понимаю, что такое, значит, ароматизированный, но все-таки вот хочется каких-то вот этих вот ягод, цветов, и чтобы чай был более ярким. На самом деле нет тут никаких сложностей, есть отдельно продающийся, например,
сушеные ягоды, или даже там некоторые сухофрукты, или какие-то цветы там, да, и можно прекрасным образом эти цветы и ягоды добавлять в чай. Ничего там плохого нет. И, например, даже тот же красный чай или, например, темный пуэр, они являются очень хорошей базой для таких чаев. Кроме того, например, даже у нас есть в продаже жасминовый зеленый чай с жасмином, с натуральным жасмином, который обладает очень таким приятным жасминовым вкусом, достаточно ярким, вот, сбалансированным, имеет вкусы зеленого чая и жасмина. Абсолютно натуральный чай без каких-либо ароматизаторов. Вот. Может, в общем-то, создавать свои купажи. Мы тоже делаем некоторые инструментальные, кстати, купажи. У нас вот есть наши травяные чаи, и там некоторые травяные чаи мы тоже добавляем туда чай. Получается чай с травами, очень гармоничный, очень вкусный напиток. Кстати, он менее требователен к завариванию, потому что травы эфирно-масличные особенно, они дают очень яркий вкус и аромат. И таким образом полностью заполняют собой действительно пространство. Это как раз тот самый случай, когда вы завариваете чай, где-то там через несколько метров уже знают, что за чай вы заварили. Бывает и за несколько десятков метров. Вот. И именно тот самый случай, когда натуральный ароматизатор, содержащийся в натуральных травах, дает те самые ощущения, которые хотят получить часто методом ароматизирования искусственного. То есть лучше тогда уж использовать натуральные травы и самому как-то экспериментировать. Можно брать травяной сбор, варить его вместе с шупуэром, получается замечательно. Можно добавлять всякие разные цветы, как я уже говорил. То есть тут просто неограниченная фантазия для творчества. Тут много очень пространства. Можно всегда пробовать и получать что-то новое, интересное. Достаточно просто знать, какой вкус имеет каждый из ингредиентов, и там уже можно смешивать по вкусу. Есть, опять-таки, как я уже сказал, и готовые какие-то коллаборации, которые мы сами сделали, готовые купажи, тоже можно их попробовать. Ну, на этом, пожалуй, все. Я желаю вам приятных чаепитий, пейте хороший чай, получайте отличное настроение. До новых встреч, пока.